Друзья, я рад вас приветствовать на своем канале. Минск, 28 сентября 2024 года. Несколько часов назад прошел дождь, но уже вроде как все подсохло. Я решил съездить в недавно открывшийся новый парк. Называется «Сказочный край». Что нам известно о нем? Работы по благоустройству начались в мае, и он был сделан к Дню независимости. Из интересного то, что в этом парке есть композиции из сказок, собственно, поэтому он и получил такое название «Сказочный край». Также здесь есть 4 фонаря автономного освещения на солнечных батареях, что меня, конечно, удивило. Очень интересно посмотреть будет. Я спустился через переходной мост и завернул налево. Наверное, нам нужно поворачивать все же направо, двигаться туда. Здесь, скорее всего, ничего не будет. Никаких композиций, ничего интересного. Да, сейчас будем разворачиваться. Итак, развернулись мы, идем в обратном направлении. Что я еще хочу сказать? Местность здесь болотистая. Здесь несколько прудов. Ну и натурально есть болото, насколько я вычитал. Такая низина получается. И, наверное, этот парк будет примером того, как можно облагородить даже болото. Насколько мне известно, парк был облагорожен за счет средств района, где он находится. Вот здесь правее молодые деревья посажены. Там дальше дорожка выложена. Будем двигаться в том направлении. Здесь у нас какая-то куча песка. Возможно, что-то еще здесь будут делать. Не доделали. Ну, как предположение. А мы с вами движемся дальше по этой дорожке. Друзья, что можно построить в низине и на болотах? Как показывает история, можно построить многое. Не только парки, но еще и города. Было бы желание. Ну вот, собственно, по левую руку, видимо, и есть эти болота, пруды.
движемся вдоль них. Еще я читал, что где-то здесь даже рыбачат, что очень интересно. Ну что, спускаемся вниз. Так, ну, в общем-то, вот мы и оказались в этом сказочном крае. Пошли у нас здесь композиции, лавочки. Прошли лося, движемся дальше. Здесь у нас сова. Так, наверное, нужно сделать кружок. Там у нас стенды. Экотропа. А вот, собственно, автономный освещатель, светильник, работающий на солнечных батарейках. Собственно, вот он пруд, на котором рыбачат. Сделан настил в виде досок возле берега. Идем дальше. Здесь, видимо, официальный вход. Сейчас подойдем поближе. Собственно, да, сказочный край. Экотропа. Итак, друзья, движемся с вами дальше. Композиция из желудей. Таблички.
Деревянные качели сделаны, лавочки, беседки. Итак, друзья, действительно здесь стоят эти фонари автономного освещения. Много беседок, даже шашлыки жарят. Людей много. Достаточно людно. Я читал, что здесь спасаются от жары в зной. То есть место такое тенистое. А еще читал, что здесь много комаров из-за болотистой местности. Сейчас комаров нет, поэтому нормально. Также, друзья, отгороженная площадка для выгула собак. Ну и беседки с мангалами. Прямо сейчас что-то жарят. Шашлыки. Так, ну вот здесь в таком виде все облагорожено. Сейчас пойдем в другую сторону. Прямиком туда. Ну вот здесь через парк идет дорожка. Пройдем по ней. Скорее всего, там уже дальше мы ничего не найдем. Мне так кажется, будет идти дикий лес. Кстати, этот лес идет до парка камней, который я уже снимал. Ну что, друзья, не видно здесь каких-то еще облагороженных мест, объектов. Видимо, идет дальше просто лес. Встретил по пути несколько человек, которые выгуливали собак. В принципе, можем вернуться назад. Итак, друзья, вернулся я назад и решил пройти еще здесь по этой дорожке, снять в общем и целом весь вид. Насколько я могу судить, здесь фонарей автономного освещения больше, чем 4.
как по мне, очень крутая идея. Я не знаю, где еще, может, реализовывается, в каких-то парках. Возможно, мне просто неизвестно, но я считаю, что это очень интересно и круто использовать солнечную энергию для освещения. Идем с вами дальше. Вот здесь тоже низина. Уровень земли немножко ниже. Кругом березы. Хорошее впечатление у меня от этого парка. Ну вот шашлыки жарят. С музыкой. Главное, чтобы парк не уничтожили. В принципе, мы вернулись назад. Ну, наверное, это все, что я хотел вам сегодня показать в этом месте. И сам посмотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!